Я не знаю японского, но знаю английский язык, поэтому в Японии будет все очень хорошо. Большинство японцев знают английский язык на очень высоком уровне. Не обязательно учить японский язык до приезда в Японию. Эти подобные утверждения я слышал уже много раз и могу сказать откровенно, что в большинстве своем они приводят к большому количеству ошибок и разочарований. Всем привет, с вами снова я, Саша, и вы на канале о жизни и работе в Японии. Сегодня, дорогие друзья, мы поговорим с вами о том, почему стоит учить японский язык, почему отсутствие знаний по японскому языку приводит к ряду неблагоприятных последствий в вашей жизни в Японии, если вы планируете жить и работать в Японии, и почему английский язык зачастую дает не тот результат, который бы хотелось. Иностранцы, которые приезжают в Японию без знания японского языка, либо живут здесь без знания японского языка, можно разделить на 4 большие группы. Первое – это иностранные студенты, студенты вузов, студенты языковых школ, которые, на мой взгляд, считаю, опрометчиво приезжают без знания вообще японского языка, не учат его до приезда в языковую школу в Японии. Второе – это те, кто приезжают по работе, по рабочей визе, как правило, либо со знанием, например, русского языка, если мы говорим о русскоязычных, то есть они будут работать с русским языком в Японии, либо со знанием, определенным уровнем английского языка, то есть им нужен будет для работы английский язык, например, те же самые программисты, айтишники, которыми многие хотят стать по приезду в Японию. Третье – это те, кто вступил в брак с гражданином Японии, например, познакомился у себя на родине, потом приехал в Японию, либо уже в Японии познакомился и вступил в брак с гражданином Японии. И четвертое – это те, у кого бизнес в Японии, которые, например, делают свой бизнес на английском языке, либо на русском языке, то есть им японский язык как таковой вообще не нужен, по крайней мере, по их мнению. Из этих 4 групп в самом выгодном положении, на мой взгляд, находятся как раз таки те, у кого свой бизнес в Японии, потому что там большие деньги, там много связей, по сути, очень часто там окружающая среда, да, подстраивается под самого бизнесмена и организует, например, переводы и прочее, прочее, прочее. Поэтому там действительно, да, если, например, вы приехали из англоязычной страны и работаете в Японии с английским языком, то вам японский язык, соответственно, не нужен. Или, например, то же самое русскоязычные бизнесмены, которые тоже есть в Японии. Сейчас, да, наверное, у них ситуация похуже, но им, по сути, скорее всего, да, японский язык не нужен. Все остальные 3 группы, они находятся не в самом выгодном положении. И сейчас я вам расскажу, почему. Большинство мальчишек и девчонок, которые приезжают в Японию учиться в языковые школы, приезжают как раз таки с нулевым уровнем японского языка, считая, что по приезду они смогут довольно быстро и четко выучить японский язык. Но на самом деле это очень большая ошибка. Рассказываю на своем примере, потому что я тоже, когда учился в языковой школе до приезда, получается, там было около полугода на момент приезда, я жестко много учил японский язык, и это мне очень помогло, потому как по результату распределительного теста я попал в группу с ребятами, которые учили уже японский язык порядка 3-4 месяцев. И мне было в этой группе довольно комфортно. Те же, кто приехал с нулевыми знаниями, им очень трудно было догонять, потому как, по сути, нулевой группы-то и нет. Большинство хотя бы знают катакану, хирогану, либо какие-то начальные канзи. И мой вам совет, что хотя бы, да, выучите их, либо вообще выучить хотя бы канзи первого уровня начального, это N5, там порядка 100 канзи. И если вы будете знать начальную грамматику, вам будет намного проще по приезде в Японии. И да, многие, кстати, блогеры говорят о том, что, пожалуйста, не учите японский язык, хотя есть и те, кто говорят реально хорошие вещи, что учите японский язык до приезда в Японию, это поможет вам быстрее адаптироваться, быстрее. Если вы хотите найти подработку, да, быстрее ее найти. И те ребята, которые, да, хотя бы знают на N5, они реально быстрее находят подработку в Японии, как те, которые не знают вообще японского языка, и они порой несколько месяцев, а даже полгода ищут подработку и, в результате теряют драгоценное время в Японии.
Те, кто приезжает в Японию изначально по рабочей визе, зная, например, русский язык, либо английский язык, который нужен для работы, на первых порах не испытывает никаких трудностей, потому что фирма берет все на себя. Оформление документов, поиск квартиры, там, так далее и тому подобное. То есть на первых порах она вам полностью везде помогает. Но, естественно, это не будет делать навсегда. И вот у таких мальчишек и девчонок впоследствии возникают моменты, когда им хочется подружиться с японцами, например, хочется завести японских друзей, возможно, даже там вторую половинку найти среди граждан Японии, но они не знают японского языка, а вторая половинка, соответственно, не знает русского языка, не знает английского языка. И вот тут начинаются самые большие проблемы, потому что я знаю много пар, которые начинают так отношения, да, вроде бы как немножко знают английский язык, парень, например, знает немножко японский язык, какие-то несколько слов, но когда отношения переходят на серьезный уровень, они расстаются, потому что общение сводится на нет, так как сложно общаться, не зная японского языка, с другой стороны, не зная английского, русского языка. И вот в таких случаях японский язык, естественно, лучше выучить, потому что если вы собираетесь жить и работать в Японии, то в данном случае он вам будет только полезен. То же самое касается, например, и работы. Если в последующем вы захотите с той фирмы, в которой вы работаете, уйти в другую, а там нужен японский язык, соответственно, если вы его не знаете, то у вас ничего не получится. Поэтому в любом случае, прожив несколько времени в Японии, лучше всего выучить японский на какой-либо менее хороший уровень, например, там N3, может даже N2. И он вам поможет в будущем. Третья группа иностранцев, живущих в Японии без знания японского языка, это те, кто создает в браке гражданина Японии. Причем это не только те, кто, как я вам сказал, познакомились, например, в Японии и вступили в брак, но и те, кто познакомился с себя, например, на родине и в последующем после брака переехали они в Японию. Я знаю нескольких случаев, и причем скажу вам честно, что большинство таких браков, к сожалению, заканчивается неудачно, заканчивается разводом. И тут, как правило, это русскоязычные девушки, я не говорю чисто русские, но русскоязычные, это из России, Беларуси, Украины, других стран бывшего СНГ. Стоит перед такой проблемой, что им нужно как-то, например, вернуться либо на родину, либо как-то закрепиться в Японии, но они не знают японского языка. И в последующем мужья их обманывают в ходе развода, не оставлять каких-то средств к существованию и так далее и тому подобное. И поэтому в данном случае, естественно, японский язык лучше, конечно же, выучить хотя бы на уровень N3, чтобы понимать, что от вас хотят. Да, в той же самой мере, что от вас хочет адвокат в ходе разводного процесса. Да. И если вы не знаете японский язык, как правило, тут начинаются очень-очень большие проблемы. Я сталкивался с такими моментами, я помогал нескольким девушкам, когда они вынуждены были разводиться, и они реально не понимали, что от них хотят. Они не знали, например, реальный доход своего мужа, и считали, что да, те деньги, которые им дают, например, там 60-70 тысяч в месяц, это нормально для Японии, а на самом деле все совсем не так. Я, наверное, уже рассказывал вам не раз о том, что в Японии система немножко другая, и обычно муж отдает жене зарплатную карточку, и жена, по сути, да, руководит всем бюджетом семьи. А многие, кстати, да, японцы, которые женятся на русскоязычных девушках, они говорят о том, что наоборот, да, муж всем руководит, он дает ей копейки, а свои деньги, да, причем довольно-таки большой доход, зачастую использует чисто для себя, копит большие суммы, и в ходе развода, когда да, бывшая жена остается ни с чем, а муж остается с довольно-таки приличной суммой денег на счету. Дорогие мои друзья, товарищи, други, я не просто так записал данное видео сегодня, потому что я уже много раз говорил о том, что моя задача помочь вам быстрее адаптироваться в Японии и поделиться своим жизненным опытом. А он у меня не маленький, я живу в Японии уже более 11 лет, работаю в Японии уже более 10 лет, у меня жена японка, и японский язык у меня в принципе довольно-таки неплохой уровень. Я не скажу, что у меня N1, но я думаю, что N2 я владею. Я пробовал сдавать экзамен, и на N2 я несколько раз сдавал пробный экзамен, поэтому, думаю, могу считать, что да, N2 у меня есть. Почему все это говорю? Потому что без знания японского языка в Японии действительно трудно, и, на мой взгляд, глупо не учить язык той страны, в которой ты живешь, а тем более тем, кто хочет прожить в Японии долгое время, либо даже получить японское гражданство. Кстати, что касаемо японского гражданства, недавно на моем канале вышло видео на данную тему, где я рассказал о том, что необходимо для подачи японского гражданства, каким требованиям необходимо соответствовать, сколько времени, денег и нервов нужно для того, чтобы получить японское гражданство в итоге. Рекомендую ознакомиться с данным видео, ссылочка будет внизу в описании к данному видео, посмотрите и сделайте для себя заметку, а тем более, если вы хотите, например, остаться в Японии навсегда. Дорогие друзья, товарищи, други, вот такое небольшое видео о необходимости японского языка для жизни в Японии. Еще раз говорю, что если вы хотите жить в Японии продолжительное время, планируете здесь остаться на
долгое время, может быть даже навсегда, то желательно выучить японский язык. Если не на уровень N2, но хотя бы на уровень N3, чтобы в обычной жизни вам было просто, чтобы вы могли спокойно ходить за покупками, спокойно могли оформлять документы, например, в мэрии, свободно общаться с японцами, могли завести себе японских друзей, или либо даже свою японскую половинку. На сегодня все. Я желаю вам удачи. Не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи.